Таримские мумии представляют собой загадочную тайну древнего мира и одну из самых примечательных археологических находок 20 века. Эти удивительно хорошо сохранившиеся человеческие останки были найдены в сухой соленой среде обширной пустыни Такламакан в Таримской впадине на западе Китая. Обнаруженные тела мумий имеют чрезвычайно широкий диапазон дат от 1800 года до нашей эры вплоть до 400 года нашей эры. Но что привлекло внимание ученых всего мира, так это тот факт, что мумии имеют отчетливо европейские черты и, кажется, представляют различные кавказские племена, которые жили в этой пустынной области загадочного Китая до 2000 лет назад, прежде чем таинственным образом исчезнуть. Мумии были впервые обнаружены в начале 1900 году шведским путешественником Свеном Хедином, исследовавшим сложную историю шелкового пути из древней серии маршрутов, которые когда-то вели из Китая в Турцию и далее в Европу. Но без необходимого оборудования для сохранения тел и транспортировки их обратно в музеи Европы для изучения они остались на месте и вскоре были забыты. В 1978 году китайский археолог Ван Бинхуа раскопал 113 тел в могильнике Кизилчака в Красном холме в северо-восточной территории центрально-азиатской провинции Синьцзянь. Большая часть тел позже была доставлена в музеи города Урумчи. За последние 25 лет китайские и уйгурские археологи провели сложные раскопки и исследования в этом районе, и в настоящее время известно, что в Западном Китае было обнаружено более 300 таких мумий. В 1987 году китайский профессор Виктор Майер привел группу туристов в музей Урумчи, когда наткнулся на некоторые из мумий, раскопанных археологом Ван Бинхуа. Все были одеты в темно-фиолетовые шерстяные одежды и валенки, и их тела почти полностью сохранились. Удивительно, но все мумии имели европейские черты лица. Каштановые или светлые волосы, длинные носы и черепа, стройные удлиненные тела и большие глубоко посаженные глаза. Из-за неблагоприятного климата в Китае в то время Майер ничего не мог поделать с удивительными находками, но в 1993 году он уже вернулся с командой итальянских генетиков. Группа направилась на Красную гору Ван Бинхуа, чтобы осмотреть трупы, которые были перезахоронены из-за нехватки места для хранения в музее Урумчи. Майер и его команда взяли образцы ДНК с тел, которые доказали, что мумии были европеоидами. Исследования Майера также показывают, что самые ранние из этих европейских мумий представляли собой первых переселенцев в Таримской впадине. Самая старая из этих западнокитайских мумий известна как красавица Лоулань. Прекрасно сохранившееся женское тело было обнаружено китайскими археологами в 1980 году недалеко от древнего города Лоулань, расположенного на северо-восточной окраине пустыни Такламакан. Эта женщина, которая умерла в возрасте 40 лет около 4800 лет назад, была ростом всего 157 сантиметров, имела европейские черты, включая крупную переносицу и белокурые каштановые волосы, которые были закручены под голову войлочным головным убором. На ней был шерстяной саван и кожаные сапоги, а вместе с ней в могиле были зарыты гребень и красивая соломенная корзина с пшеничными зернами. Другая экспедиция Синьцзянского археологического института в 2003 году обнаружила несколько замечательных находок. Раскопки проводились на кладбище, расположенного в 177 километров от древнего города. Особенно интересная находка на месте захоронения была сделана недалеко от центра кургана и оказалась еще одной впечатляющей мумией. Женщина-мумия, помещенная в гроб в форме лодки, была завернута в шерстяное одеяло. На ней была фетровая шляпа и кожаные туфли. Она была похоронена с красной маской для лица, браслетом из нефритового камня, кожаным мешочком, шерстяной набедренной повязкой и палочками из кустарника эфедры. Еще одна группа мумий, найденных в районе Таримской впадины, состояла из одного мужчины,
3 женщин и ребенка и стало известно как черченские мумии. 4 взрослых тела, которые, как считается, датируются примерно 1000 лет до нашей эры, были одеты в один цвет с красными и синими шнурами, обмотанными вокруг их рук, что возможно указывает на близкое родство. Черченский человек, мужская мумия, был ростом более 182 сантиметров и умер в возрасте 50 лет. У него были длинные светло-каштановые волосы, заплетенные в косички, тонкая борода и несколько татуировок на лице. Мужчина был похоронен с не менее чем 10 шляпами разных стилей и был одет в пурпурно-красный мужской костюм. Подобно черченскому мужчине, главное женское захоронение имели многочисленные татуировки на лице. На них были красные платья и белые сапоги из оленей кожи, и светло-каштановые волосы были собраны в 2 длинные косы. Вместе со взрослыми был похоронен 3-месячный ребенок в синей войлочной шапочке и с голубыми камнями, закрывающими глаза. Рядом с младенцем были закопаны чаша из коровьего рога и бутылочка для кормления, сделанная из овечьего вымени. Считается, что семья погибла во время какой-то эпидемии. Что больше всего удивило археологов в этих открытиях, так это сохранность яркой и узорчатой европейской одежды, которую носили люди. Археологи провели подробные исследования тканей, найденных в Таримской впадине, и обнаружило поразительное сходство с кельтскими тартанами из северо-западной Европы. Известно, что тартан из Таримской мумии и тартан из Европы имеют общее происхождение в горах Кавказа на юге России, где самые ранние свидетельства существования таких тканей датируются не менее 5000 лет назад. Богатый набор текстильных находок из захороненных мумий в Западном Китае включает халаты, шапки, рубашки, плащи, клетчатые брюки и полосатые шерстяные чулки. Кто же были эти явно европейские народы и что они делали в Западном Китае? Мумии разбросаны по такому широкому географическому району и диапазону дат, что не может быть никаких сомнений в том, что они представляют собой единое племя, мигрировавшее на восток из разных областей за 1000 или более лет. Есть некоторые древние источники, относящиеся к группам, населявшим районы бассейна Тарима, где были найдены мумии, что может дать ключ к разгадке происхождения, по крайней мере, некоторых людей-мумий в первом тысячелетии до нашей эры. В китайских источниках упоминается группа белых людей с длинными волосами, известная как народ Бай, который жил на северо-западной границе Китая, и китайцы, по-видимому, покупали у них нефрит. Другой группой на северо-западных границах Китая были юэджи. Они также снабжали китайцев нефритом, который они добывали в близлежащих горах Юджи, провинции Ганьсу. После поражения от кочевников Хуну большинство юэджи мигрировали в Трансокеану, а затем в Северную Индию, где они основали Кушанскую империю. Изображение царей юэджи на монетах наводит некоторых на мысль, что эта группа могла быть европеоидным народом. Но проделали ли эти люди путь через всю Европу и половину Азии, чтобы найти свою родину в пустынях Западного Китая? Судя по текстилю, свидетельствующему происхождение тартана в горах Кавказа на юге России, а также по лингвистическим свидетельствам, помещающим истоки индоевропейского языка в ту же область, кажется, что возможно миграция из Кавказа происходила в очень раннее время. В свете находок таримских мумий от теории о том, что Восток и Запад развивали свои цивилизации в полной изоляции друг от друга, возможно, придется отказаться, так как группа китайских ученых пришла к выводу, что племена, заселявшие Таримский бассейн, успели объединиться до своего появления в этих пустынных местах.